Ну вот мы и подошли к одному из самых важных этапов отделки фасада, то есть армирование утеплителя стеклосеткой. Сетку я использую плотностью 160 грамм на метр. Можно использовать 140, от 160 до 100, от 140 до 160 грамм. Я постоянно использую 160 грамм на метр плотность, потому что считаю, что чем выше плотность сетки, тем прочнее будет у вас стена. Армирование фасада стеклосеткой предназначено для выполнения нескольких функций. Первая из них это, естественно, армирование, то есть это усиление стены, и также увеличение несущей способности нашей стены. То есть мы можем наносить короед, любые декоративные покрытия и какой-то даже легкий декоративный камень, скажем так, совсем тоненький, совсем легенький. Правильный монтаж стеклосетки осуществляется следующим путем. Я просто видел уже такое, что некоторые товарищи прикладывают сетку к стене, то есть это минвата, либо это пенопласт, и сверху просто примазывают ее клеем. Естественно, так делать нельзя. Хоть как бы это смешно не звучало, на самом деле такое есть, и до сих пор люди не знают, как это делать. Так вот, стеклосетка должна оказаться как бы внутри штукатурного слоя. Для того, чтобы так сделать, мы наносим клей на основание, то есть на наш пенопласт, то ли минвату. Давайте будем исходить из нашей стены, у нас пенопласт, поэтому я буду рассказывать именно про пенопласт. Наносим толстый слой клея, примерно около 5 мм, можно больше. Больше это не будет хуже. Можно больше нанести, все равно лишнее мы уберем. Досмотрите видео до конца, и вам будет все понятно. Я наношу клей обычно примерно, допустим, пролет лесов. Одна секция лесов это 6 метров квадратных. Секция лесов в длину идет 3 метра, в высоту 2 метра. То есть получается 6 квадратов мы можем накрыть. Я работаю с земли, но примерно столько же получается. Вот у меня как раз на всю длину нашей секции лесов помещается 3 рулона сетки. Я наношу штукатурку нашу сразу на 3 рулона сетки, то есть от 3 метра в длину примерно. С нахлестами меньше получается, 2,70 или 2,80 можно посчитать. Итак, наносим клей толстым слоем, не жалеем. То есть, чтобы вы понимали, для нормального армирования, для качественного армирования, допустим, мы возьмем веберовскую технологию, так как я по ней очень долго работал, порядка 6 лет, знаю как бы от А до Я. Вебер рекомендует делать толщину штукатурного слоя где-то 4-6 мм. Чтобы добиться такого результата, скажу вам сразу, на глаз это сделать очень сложно, поэтому расскажу маленькую фишечку. Кто об этом знает, можете не смотреть дальше, кто не знает, я сейчас расскажу. Наносим, не жалеем. На этот объем, на 6 квадратов примерно, у нас уходит 20-литровое ведро клея, можно смело его почти полное замешивать. Делаем клей достаточно не жидкий, не густой, средней консистенции. Примерно на видео видно, да, какой консистенция у меня получается. Дальше, для того, чтобы контролировать толщину штукатурного слоя, нам понадобится гребенка, шпатель, гребенка. У меня он 45 по длине, гребенка 10. Можно использовать 8, в принципе. Я просто 10 немножко наклоняю, но примерно 8 и получается. Также не обязательно это делать шпателем. Можно еще, у меня просто с собой сейчас не было на этом объекте. Есть такая гладилка специальная. Она с одной стороны гребенка, а со второй стороны просто гладилка. То есть можно работать одним инструментом. То есть вы одной стороной наносите клей, второй стороной вы снимаете клей гребенкой. Еще раз повторю, это нужно для того, чтобы вы контролировали толщину штукатурного слоя. То есть так, когда вы видите, как намазано, а вы как-то где-то больше, где-то меньше, очень сложно потом все это выводить, выглаживать. Гребеночкой мы делаем идеально ровную толщину штукатурного слоя. То есть у нас получается примерно 8 мм сейчас, если под гребенку. Дальше вы видите, у меня идут сплошной от верха, то есть у нас от крыши до цоколя у меня ровно нарезана сетка в размер. Я ее постепенно раскатываю, то есть на высоту 2 метра каждый ярус лесов. Просто гвоздиками зафиксировал и все. Гвоздики вынял, все, сетку опустил ниже. Также можно делать, мы работали и на 55 метров, точно так же раскатывали. Там единственное, все равно приходилось резать метров по 10, потому что 50 метров рулон, он слишком тяжелый и сложно с ним работать. Приклеили сеточку,
пригладили шпателем. Не сильно надо нажимать на шпатель, просто аккуратненько мы разглаживаем плоскость. Сетка, она как бы еще плюс помогает убрать какие-то изъяны на стене. Если где-то у вас утеплитель сам немножко неровный, ну очень часто такое бывает, что пенопласт как бы кривой. Сетка, она как бы натягивается на стену таким образом и выравнивает какие-то у нас неровности, погрешности стены. Поэтому аккуратно шпателем, не надавливая, аккуратненько все это разглаживаем. Когда разгладили сетку, мы наверх наносим еще небольшой слой, примерно в 2-3 мм штукатурки нашей фасадной. И так у нас получается соблюдать все технологические требования по армированию стеклосеткой утеплителя. Примерно, когда вы гребенкой вы делали, да, вы восьмеркой провели уже, когда и плюс загладили, примерно у вас там получается миллиметра 3 слой. Ну, это я уже просто проверено годами, я знаю. Делали высечки, можете проверить сами, ножичком аккуратно квадратик там 2 на 2 вырезать и померить рулеткой, что у вас получится. Вот сверху тоже как бы я не стараюсь сразу все разгладить, тоже я просто наношу материал. Нанес материал на 6 квадратов, просто как бы не особо, я не стараюсь, еще раз повторю, не выглаживайте сразу. Есть время, у нас сейчас погода как бы не жаркая, поэтому спокойно 6 квадратов можно обработать. После нанесения начинаю выбирать слишки. И тем самым мы опять-таки разглаживаем стену. Она получается, честно вам сказать, практически идеально. Примыкание сетки я вам сейчас тоже покажу, как делать. Допустим, вы закончили работу на каком-то этапе, не доделали стену от угла до угла, то есть я сейчас покажу, как выходить из той ситуации, чтобы на следующий день не создавать вот этих бугров, как бы эта же сетка высохнет, и вы на следующий день намажете сверху еще одну, там будет бугор, это я вам гарантирую. Для этого нужно сделать самую простейшую манипуляцию. Мы просто отступаем 10-12 мм от края и снимаем на сдир пока еще не высохшую штукатурку. Просто на сдир снимаем. Там остается у нас примерно 2-3 мм. Фасочка такая, так сказать. Что сверху, что по горизонтали, что по вертикали, если вам нужно остановиться. Я здесь останавливаться не буду. Я сегодня доделаю эту сетку, но я покажу для вас, как это делается. Вот такая фасочка у нас получится. На следующий день вы спокойно туда можете опять-таки нанести свежий клей, вклеить сетку, все эти две плоскости стянуть шпателем, старую и новую, и будет идеально. Не будет наслоения, не будет бугра, будет все красиво, все четко. На следующий день я перетягиваю все вторым слоем, чтобы добиться полностью идеальной плоскости. Для этого замешиваем жидкий раствор, хотя бы просто со шпателем он не стекал. Опять точно таким же образом мы наносим все это аккуратненько на стену. Кстати, вот это примыкание, допустим, верхнего яруса и нижнего яруса, второго и первого, скажем так, тоже очень часто у людей остаются там бугры, какие-то наслоения. Этого вообще нет. Вот когда я начинаю шпателем наносить штукатурку сверху, я просто делаю ровную горизонтальную полоску на сдир. И дальше уже начинаю выглаживать. Чуть позже, когда закончу сейчас шпаклевать, я вам покажу это примыкание поближе. Точно так же мы не сразу равняем. Я вам просто советую так делать, потому что когда начинаешь выглаживать что-то, просто трата времени. Вы должны нанести материал как можно больше, сколько позволяет время, пока он не высох. Я успеваю допустим, за 10 минут, грубо говоря, вот эти 6 квадратов нанести, даже может, наверное, быстрее. Все, я просто наношу материал, я не стараюсь его сразу выгладить, разгладить. Наносим не спеша, как бы не стараемся толстый слой, где-то даем миллиметр, максимум миллиметр. Этого хватает, потому что уже первый слой вы выровняли, стена уже практически идеальна. Вторым слоем мы просто добавляем еще, грубо говоря, миллиметр на штукатурный слой, и плюс мы еще выравниваем. На самом деле разница огромная между первым слоем и вторым. И я ближе покажу, сами убедитесь в этом. В принципе, под крупную декоративную штукатурку, то есть что имеется в виду, например, 2,5, 3 и выше миллиметра караед, условно говоря, первого слоя уже достаточно. Когда вы сделаете перетяжку вторым слоем, вот эта уже поверхность может годиться даже под миллиметровый караед на фасаде, повторю, и у вас все равно стена будет идеальна. Вблизи это выглядит вот так. Не знаю, как хорошо передает ли камера, мне, допустим, хорошо видно разницу. Вот вам, пожалуйста, примыкание, второго яруса и первого. То есть там микроны, там нет никаких бугров и наслоений. Там просто идеально, если сейчас приставить правило, будет просто что вверх, что низ в идеальной плоскости. Если мое видео было вам полезным, прошу поставить лайк, подписывайтесь на канал, будет еще много всего интересного. Всем пока, всем хорошего настроения.